Советский Союз 80-х годов. Государство, отгороженное от остального мира самым совершенным, самым плотным и самым дорогим противовоздушным щитом в истории человечества. Тысячи радиолокационных станций, зенитно-ракетных комплексов и перехватчиков находились в режиме круглосуточного боевого дежурства. Пересечь эту невидимую границу незамеченным считалось физически невозможным. Советская пропаганда десятилетиями внушала своим гражданам одну простую мысль – враг не дремлет. Но небо на замке. Мы в абсолютной безопасности. 28 мая 1987 года этот миф был разрушен, растоптан, уничтожен на глазах у всего мира. 18-летний гражданин Западной Германии Матиас Руст, имея за плечами всего 50 часов летной практики, за рулем хрупкой арендованной «Цесны» пролетел почти 900 километров сквозь эшелонированную оборону Союз Советских Социалистических Республик. Он не просто пересек границу, он приземлился в самом сакральном, самом охраняемом месте коммунистической империи – на Красной площади в Москве. Официальная история называет это невероятным везением подростка-идеалиста. Нам говорят, что система дала сбой. Но если мы откроем засекреченные архивы и проанализируем тайминг событий, поведение пилотов-перехватчиков, паралич Комитет государственной безопасности и, самое главное, топливный баланс самолета Руста после посадки, мы увидим совершенно иную картину. Картину грандиозного государственного заговора. Операции, которая позволила Михаилу Горбачеву совершить самую масштабную чистку военного командования со времен сталинских репрессий. Вы на канале «Код доступа». Сегодня мы препарируем полет Матиаса Руста. Погружение разрешено. Чтобы понять мотивацию этого безумного поступка, нужно погрузиться в атмосферу Европы 1986 года. Холодная война на пике. Президент Соединенные Штаты Америки Рональд Рейган называет Советский Союз империей зла и размещает в Европе баллистические ракеты «Першинг-2». Мир балансирует на грани ядерного уничтожения. Осенью 86-го в Рейкьявике проходит исторический саммит между Рейганом и Горбачевым. Лидеры двух сверхдержав пытаются договориться о разоружении, но переговоры с треском проваливаются. За этим провалом с ужасом наблюдал 18-летний Матиас Руст из Гамбурга. Психотип этого подростка был сформирован под колоссальным давлением ядерной паранойи. Он искренне верил, что война неизбежна. И тогда в его голове рождается мессианская идея. Он решает проложить воображаемый мост между Востоком и Западом, прорваться сквозь железный занавес, лично встретиться с Горбачевым и вручить ему свой 20-страничный манифест о мире. 13 мая 1987 года. Руст говорит родителям, что отправляется в тренировочный полет по Северной Европе, чтобы набрать часы для лицензии профессионального пилота. На аэродроме под Гамбургом он арендует модифицированную Cessna 172. Руст готовится к худшему. Он снимает задние сиденья, чтобы установить дополнительные топливные баки, и берет с собой в кабину плотный мотоциклетный шлем. Он прекрасно осознавал, как только он пересечет советскую границу, по нему могут открыть огонь на поражение. Шлем был его единственной, наивной защитой от кинетического удара или осколков. Матиас не летит в Союз Советских Социалистических Республик напрямую. Он делает огромный крюк. Фарерские острова, Исландия, Норвегия, Финляндия. За 2 недели этого турне его летный стаж удваивается, превысив 100 часов. Руст обкатывает машину. Он привыкает к ней. 25 мая он приземляется в Хельсинки, в аэропорту Малми. До исторического броска остается 3 дня. И здесь начинается цепь аномалий, логического объяснения которым нет до сих пор. Утро 28 мая. В 12:21 Cessna 172 отрывается от взлетно-посадочной полосы аэропорта Малми. В официальном полетном плане Руста пунктом назначения значится Стокгольм. Он летит штатно около 20 минут. Пройдя контрольную точку над городом Нумела, Руст выходит на связь с финским диспетчером, благодарит его за сопровождение и внезапно обрубает все каналы связи. Он выключает бортовую рацию, но главное, он полностью отключает транспондер.
Прибор автоматического радиолокационного опознавания, который передает на Землю данные о высоте, скорости и бортовом номере. С этой секунды самолет Руста превращается в слепое пятно. Диспетчеры видят лишь первичное отражение металла, без каких-либо идентификаторов. Руст резко меняет курс, делает глубокий левый разворот на 117 градусов и направляет нос самолета на восток, в сторону Советского Союза. Около часа дня отметка его самолета навсегда пропадает с экранов финских радаров в секторе над заливом Сипоо. Руст снизил высоту до критического минимума, буквально прижимаясь к волнам Балтийского моря, чтобы уйти из зоны видимости диспетчеров. Финские контроллеры в панике. Они предполагают авиакатастрофу и инициируют масштабную поисково-спасательную операцию. В море выходят патрульные катера. И тут происходит нечто странное. Точно в точке исчезновения самолета спасатели находят на поверхности воды массивное масляное пятно. Водолазы начинают прочесывать дно в поисках обломков, но ничего не находят. Это первая крупная нестыковка нашей истории. Современный, исправный авиационный двигатель Цесны физически не мог сбросить такое количество масла без фатального разрушения. Если это масло не из самолета Руста, откуда оно взялось? Военные аналитики предполагают, что это масляное пятно было искусственной приманкой, сброшенной, возможно, неизвестным подводным или надводным судном. Эта обманка заставила финнов поверить в катастрофу и отвлекла их. Они не стали сразу же звонить советским коллегам по экстренной связи и предупреждать о пропавшем борте, движущемся к их границам. Кто-то подарил Матиасу Русту драгоценное время. 14:29. Самолет пересекает береговую линию Балтийского моря и вторгается в воздушное пространство эстонской Советская Социалистическая Республика. Высота всего 760 метров. Дежурные радиолокационные станции советских ПВО немедленно фиксируют объект. Система «Свой-чужой» молчит. В командных пунктах вспыхивает красная тревога. Цель классифицирована как неопознанная. На перехват с аэродрома Тапа немедленно поднимаются 2 истребителя. И тут в дело вступает физика и жестокая ирония военных технологий. Цесна Руста — это легкая металлическая скорлупа, крейсерская скорость чуть больше 200 км в час. На высоте 700 метров она буквально сливалась с радиоэлектронным фоном Земли, стаями птиц и метеорологическими аномалиями. Радары ПВО периодически теряли ее. В 14:55 один из истребителей выходит в зону цели. Небо плотно затянуто облаками. Пилот ловит самолет Руста в разрывах облачности. Чтобы не проскочить мимо тихоходной цели, пилоту реактивного МиГ-23 приходится выпустить шасси, закрылки и установить максимальный угол размаха крыльев, балансируя на грани падения. Он передает на Землю визуальное описание. «Вижу легкий высокоплан». А затем происходит то, что не поддается никакой логике. Пилот и наземное командование идентифицируют борт, прорвавший границу со стороны блока НАТО, как советский спортивно-тренировочный самолет Як-12, устаревшую машину, которую сняли с серийного производства еще в начале 60-х годов. Как опытный военный летчик мог спутать западную Цесну с советским антиквариатом в зоне пограничного перехвата? Эта абсурдная идентификация позволила командованию выдохнуть и отменить боевую тревогу. Мол, это просто местный хулиган из ДОСААФ забыл включить прибор опознавания. Но даже когда следующий перехватчик снова сблизился с Рустом, и пилот ясно разглядел немецкий бортовой номер на фюзеляже, приказ на уничтожение так и не поступил. Почему? Ответ кроется в травме, которую советское ПВО получило за 4 года до этого. В 1983 году советский истребитель сбил южнокорейский пассажирский «Боинг», отклонившийся от курса. Рейс КАЛ-007. Погибли 269 гражданских лиц. Разразился грандиозный международный скандал. Советский Союз заставили подписать унизительные протоколы, строжайше запрещающие применять оружие против гражданских воздушных судов. Командиры на местах панически боялись ответственности. Пилот МиГ-23 не мог связаться с Рустом по рации. Военные частоты не совпадали с гражданскими. Руст был глух. Ни один генерал не рискнул отдать приказ сбить безоружную муху, опасаясь нового международного трибунала.
Они перекладывали ответственность друг на друга, пока перехватчики не улетели на базу из-за нехватки топлива. А дальше сработала советская бюрократия. Около 4 часов дня Руст пересекает невидимую границу между Ленинградским и Московским военными округами. Диспетчеры передают цель, но они забывают сообщить коллегам в Москве одну маленькую деталь. Этот самолет прилетел из-за границы. Для Московского округа ПВО борт Руста был просто неопознанным внутренним рейсом. Его приоритет опасности понизили до нуля. В районе Торжка случился окончательный коллапс. В воздухе проводилась спасательная операция с участием советских вертолетов. Автоматизированные системы, не справляясь с нагрузкой, дважды автоматически присвоили медленной Цесне Руста статус «свой», приняв его за поисковый вертолет. Система ПВО, стоившая миллиарды, захлебнулась в собственной бюрократии и когнитивных ошибках. Русту открыли коридор до самой столицы. 19:00. Частный самолет беспрепятственно вторгается в воздушное пространство Москвы. Событие, немыслимое для советского человека. Частной авиации в Союз Советских Социалистических Республик не существовало в принципе. Наблюдавший эту картину из окна посольства Соединенные Штаты Америки, военный аналитик Джон Пайк позже скажет, что не поверил своим глазам. Руст подлетает к историческому центру. Изначально он планировал посадить машину прямо за кремлевскими стенами, внутри комплекса. Но в этот момент 18-летний парень проявляет феноменальное стратегическое чутье. Он понимает, если он сядет внутри Кремля, за высокими стенами его никто не увидит. Агенты Комитет государственной безопасности арестуют его за 3 минуты, самолет спрячут, а всему миру скажут, что никакого Матиаса Руста никогда не существовало. Ему нужна была публика, свидетели, шоу. Около 19:40 Руст совершает глиссаду над Большим Москворецким мостом, чудом не задев троллейбусные провода. Накатом он въезжает на Васильевский спуск и паркуется у подножия храма Василия Блаженного. В 2 шагах от мавзолея Ленина. Сердце Советской империи было пробито. Вокруг мгновенно собирается толпа. Люди думают, что это снимают кино, или что это личный самолет Михаила Горбачева. Когда Руст, улыбаясь, выходит из кабины и на ломаном русском объясняет, что прилетел из Западной Германии с миссией мира, начинается сюрреализм. Ему аплодируют, москвичи просят у него автографы. А что же всемогущий Комитет государственной безопасности? Элитное 9-е управление, охраняющее Кремль. Они находились в состоянии шока и полной дезориентации. Арест состоялся только спустя час с лишним. Час, в течение которого 18-летний парень раздавал автографы на Красной площади, окончательно и публично унизив советскую армию. Политические последствия этого полета оказались разрушительнее ядерной бомбы. Уже 30 мая Михаил Горбачев созывает экстренное заседание Политбюро. Дело в том, что в 1987 году Горбачеву отчаянно мешало консервативное крыло генералитета. Военные блокировали его инициативы по разоружению, не давали урезать военные бюджеты и противились реформам. Горбачеву нужен был повод для зачистки. И Матиас Руст преподнес ему этот повод на блюдечке прямо к воротам Кремля. Своих постов немедленно лишились министр обороны маршал Соколов и главком ПВО маршал Колдунов. Герои Второй мировой войны, неприкасаемые авторитеты. Но это была лишь верхушка айсберга. В следующие месяцы своих постов лишились сотни генералов и старших офицеров. По своим масштабам это была крупнейшая чистка военного командования со времен кровавых репрессий Сталина в 30-х годах. Горбачев обезглавил оппозицию и заменил консерваторов лояльными функционерами. Именно после этого перестройка была запущена в полную силу. И вот здесь независимые аналитики, такие как историк Сергей Минаев, задаются главным вопросом конспирологии. Было ли это случайностью? Давайте посмотрим на факты. Крейсерская дальность полета стандартной Cessna-172 около 1200 километров. Маршрут Хельсинки-Москва с учетом полета на предельно низких высотах, маневров уклонения, обхода радаров и баражирования над Москвой сжег бы топливо подчистую. Но когда следователи Комитет государственной безопасности осмотрели самолет на Красной площади, баки были практически полны. Физика делает это невозможным.
Если только Руст не совершал скрытую промежуточную дозаправку уже на территории Советского Союза. А дозаправка в Союз Советских Социалистических Республик была невозможна без прикрытия и поддержки наземных служб. Сложите все аномалии вместе. Масляное пятно у берегов Финляндии, отвлекшее спасателей. Оправдание пилота МиГ-23, перепутавшего иномарку с советским Як-12. Идеальный бюрократический сбой на стыке военных округов. Отсутствие ареста на площади. И, наконец, полный бак бензина. Многие исследователи спецслужб уверены, полет Матиаса Руста негласно курировался Комитетом государственной безопасности Союз Советских Социалистических Республик. Председателю Комитета государственной безопасности Владимиру Крючкову и самому Горбачеву был жизненно необходим контролируемый кризис катастрофического масштаба, чтобы получить легитимный мандат на уничтожение военного лобби. Руст, одержимый своими пацифистскими идеями, даже не подозревал, что его используют как идеальную отмычку для вскрытия советского генералитета. Он был лишь пешкой в великой геополитической игре. Матиас Руст получил 4 года колонии за хулиганство и нарушение границы, но отсидел чуть больше года и был амнистирован. Он вернулся в Германию героем, хотя позже его жизнь скатилась в череду криминальных скандалов. Его полет нанес непоправимый, смертельный ущерб репутации советских вооруженных сил. Общество, которое десятилетиями верило в непробиваемый щит ПВО, с ужасом осознало – империя уязвима. Если 18-летний мальчишка на взятом напрокат самолете смог приземлиться у Мавзолея, то что сделает реальный враг? До распада Советского Союза оставалось чуть больше 4 лет, и первый гвоздь в его гроб забил юноша в очках, прилетевший из Гамбурга. А как вы считаете, был ли полет Матиаса Руста феноменальным везением одиночки или блестящей операцией Комитет государственной безопасности по устранению конкурентов? Напишите свое мнение в комментариях. Нам очень важна ваша позиция. Подписывайтесь на канал Код доступа и делитесь этим видео. Мы продолжаем вскрывать секретные архивы. Доступ разрешен. Берегите себя.